Доброе утро, Стоп-Гейм! В эфире Инфакт. Свистать всех наверх грядет очередная игра по Звездным войнам. Да не простая, а соревновательная. Фри-то-плейный экшен Star Wars Hunters обрел новую дату релиза. Игрушка выйдет уже 4 июня. В Star Wars Hunters авантюристы со всей вселенной прибудут на планету Виспара, чтобы принять участие в соревнованиях на ресталище. Предусмотрен набор дисциплин, где смельчаки могут продемонстрировать свое мастерство. Сражения будут происходить на аренах, которые выполнены в стиле культовых локаций Звездных войн. Среди них, например, деревня Эвоков и заброшенный торговый аванпост у Дюнного моря на Татуине. Что по режимам? Их в игре ожидается 4 штуки. Удержание опорных пунктов, которые перемещаются по карте, захват пунктов, которые не перемещаются по карте, привычный ТДМ до 20 киллов и удержание флага, который не флаг, а дроид ТР-0 F-33. В игре будет 3 класса персонажей: танк, поддержка и дэмэдж-дилер. Чтобы разблокировать новых бойцов, необходимо копить специальные жетоны. Ну, или не копить, а просто задонатить на понравившегося героя. Собранные жетоны обеспечат скидку на покупку. Чем больше соберете, тем больше скидка. Ну а теперь главный твист новости. Star Wars Hunters собирается выйти только на мобильных устройствах и Nintendo Switch. Да, PC в пролете, зато русский язык завезут. Изначально игру, кстати, планировали выпустить в 2021 году, но после пары переносов до релиза она доковыляет только в июне 2024. За предварительную регистрацию на официальном сайте подарят эмоцию «Подними кулак» и другие награды. Владельцам Switch'а вручат костюм и обертку для оружия. Если хотите зарегаться, ссылку на сайт игры оставили в заметке. В Steam открылся предзаказ ожидаемой Senua's Saga Hellblade 2. Это произошло спустя 2 недели после того, как игру завезли в Microsoft Store. Надеюсь, вы не повелись на пранк от широкого Фила и все-таки дождались появления игры в лавочке Гейба. Боевик продают за $50, но в России он доступен за рубли и просят 3119 деревянных. Кстати, другие тайтлы Xbox Game Studios в нашем регионе не продаются, так как Microsoft приостановила свою деятельность в РФ. Если предзаказ в России открыли по ошибке, не исключено, что в будущем возможность купить игру прикроют, а потраченные средства вернут. Пока можете ознакомиться с минимальными системками. Они на ваших экранах. Обладатели холодной 1050 Ti, к сожалению, в пролете. Для игры понадобится хотя бы 1070. Senua's Saga Hellblade 2 стартует 21 мая на ПК и Xbox Series, а также попадет в Game Pass. Текстовый перевод на русский должен быть. Стример Джимашима сломал Tekken, причем сломал именно рейтинговый режим. Он написал простейшего бота, который спамит одну кнопку и побеждает противников. Этот трюк оказался возможен благодаря выходу Эдди Горду. Боец вызывает много споров в сообществе именно из-за своей однокнопочности. Мастер бразильских единоборств легок в освоении, поэтому его частенько выбирают новички, а теперь, видимо, еще и боты. Бот-стримеры не ходят и не блокируют удары, а спамит одной кнопкой 3 на аркадном контроллере, который отвечает за удар левой ногой. К слову, именно поэтому в названии стрима куча троек. Неподготовленному игроку может быть тяжело справиться с комбинацией пинков, однако часто встречаются умельцы, которые тоже своего рода киберспортсмены. В таких случаях матч превращается в двусторонний спам одной кнопкой. Эксперимент Джимашима дал свои плоды. Во-первых, Робо Эдди оказался довольно грозным соперником. На момент публикации заметки на сайте он добрался до звания Destroyer, что не так уж и много для человека, но весьма достойно для однокнопочного бота. Во-вторых, на Twitch данный стрим стал самым популярным в категории игры. Там сидит больше 1500 человек. Суровая реальность. Бот популярнее 99% стримеров. Прямой эфир поднял волну обсуждения на форумах и в социальных сетях. Многим интересно, на каком ранге в итоге окажется бот, а некоторые даже неиронично называют этот контент более интересным, чем у всех других стримеров по игре. Других же раздражает спам одного и того же приема. Геймеры отменяют матчи, чтобы не драться с ботом. Эдди Горду появился в 8 в начале апреля, а летом ростер файтинга пополнит премьер-министр Польши. Вот это настоящий кроссовер, а не вот эти ваши Фортнайты. У серии Бэтмен Арkham появится еще одна часть. Но если вы уже представили приключения в духе тех самых Бэтменов, то зря. Речь идет о VR-спин-оффе от совсем других разработчиков. Проект готовят не просто эксклюзивно для VR, но эксклюзивно для отдельного VR-шлема. Игрушка издается Oculus Studios и выйдет исключительно на Quest 3. Разрабатывает Бэтмена студия Camouflage, те же ребята, которые занимались проектом Iron Man VR. Релиз ожидается в конце 24-го, а подробности озвучат 7 июня на Summer Game Fest. Assassin's Creed Mirage. Помните еще про эту игру? Ubisoft помнит и вовсю готовится выпустить ее на настоящем Next Gen.
мобильном, ведь потянут игру только современные iPhone и iPad. Как подчеркнули в Ubisoft, приключение Басима станет первой игрой в серии, портированной из консолей на мобильные устройства. Переносом экшена занималась Ubisoft Sophia. Студия адаптировала управление под тачскрин и вкрутила в порт поддержку контроллеров, кросс-сохранения и кросс-покупки. Можно будет затарить Мираж на телефон и без проблем продолжить игру на iPad. С ПК и консолями такой фокус не прокатит. Еще проект оснастят 90-минутным пробным периодом. Мираж будет доступен на iPhone 15 Pro, Pro Max, iPad Air и iPad Pro, то есть на всем, что хотя бы не слабее чипа M1. Цена игры $50. Если захочется потратить еще, то в наличии дополнительный контент за отдельную плату. Среди поддерживаемых языков есть русский, правда в России игра недоступна. Экстракшн-шутер Grey Zone Warfare вышел, мягко говоря, неотполированным, но это не помешало разработчикам продать игру аж 400 тысяч раз всего за одни сутки. Madfinger Games сама не ожидала такого ажиотажа и поблагодарила сообщество за поддержку. Об успешном старте девелоперы рассказали в своем и, раз подвернулась такая возможность, пообещали пофиксить все, что нужно пофиксить. Первый патч уже исправил проблему с исчезающими защищенными контейнерами из инвентаря игроков, а также устранил сбои серверной части и системы античита, который и не давал подключаться к игре. А в ближайшем будущем добавят возможность пересоздать свой профиль, снизят нагрузку на память видюхи, поправят баг, который удаляет снаряжение с аккаунтов игроков и допилит оптимизацию по всем фронтам. Также разработчики начинают посвящать аудиторию в нюансы местных механик. Например, студия опубликовала статью о тонкостях лечения. Местная система отличается от Escape from Tarkov, так что фанатам жанра нужно привыкать к новым правилам. Детали статьи можете изучить, перейдя по ссылке в описании. На нашем Твиче, кстати, ожидается стрим по этой замечательной игре. Кто знает, может быть эфир даже ближе, чем вам кажется. Проверьте расписание, чтобы не пропустить. Ставьте лайк и хорошего вам четверга. Пока!